Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой красивый, стильный, эффектный джемпер в спокойном таком бежевом цвете, украшенный ажурной кокеткой и ажурными рукавами, одним рисунком. Как видите, модель довольно изящно смотрится, да, подойдет на любой возраст. И поэтому джемпер может использоваться в повседневности и как нарядное какое-то изделие, согласитесь. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Ну и, конечно же, как всегда, в моем мастер-классе будет все для того, чтобы вы сели и спокойно связали данное изделие. То есть мы выберем пряжу, спицы, свяжем с вами образец, рассчитаем плотность. Я расскажу, сколько петель набирать и сколько петель, как распределять узоры попетельно. Все мы это с вами изучим, посчитаем, и будет составлено основное описание, которое я выложу под видео. Конечно же, у нас и схема, и выкройка, все будет присутствовать в мастер-классе. А сейчас я хотела бы, показать вам пряжу, которую я выбрала. Для вязания джемпера я выбрала пряжу Alize Superlana Classic. Это 25% шерсти, 75% акрила. Турецкая пряжа. По метражу тоже вас сейчас проинформирую. 100 грамм, 280 метров. Так, вот так выглядит сам узор. Сама пряжа очень мягкая, приятная, хорошей скруточки. Вязать из нее очень удобно. Она не цепляется, ровно ложится, как видите, да. И вот у нас узор. Здесь у меня, девочки, 3 раппорта в ширину связано и 2 раппорта в высоту. Спицы я использовала 3,5. И вот так выглядит узор. Смотрите, специально я сделала планочку, как у нас будет на нашем изделии. Несколько рядов связала лицевой глади, да. Видите, как переход идет. Специально, хотела измерить плотность лицевой глади, она совпала с плотностью ажурного узора. И вот такие красивые, очень замысловатые цветочки у нас. Вот такой интересный нежный ажур используется для кокетки в джемпере. И, в общем-то, мы его сегодня с вами свяжем, этот узор. Итак, будем рассматривать сейчас с вами схему. Вот я его трогаю. Мягкая, абсолютно не колется. Джемперочек будет приятный к телу носиться. Вот, поэтому и толщина средняя ниточка у нас получается не толстый, не тонкий. То, что нужно как раз для плечевого изделия. Давайте рассмотрим схему. Схема ажурного узора выглядит вот таким образом. Обратите внимание, раппорт по центру 12 петель составляет в ширину и 24 ряда в высоту. Да? И смотрите, 6 петель у нас идет перед раппортом и 7 петель после раппорта. Таким же образом мы располагаем с вами раппорты и в самом изделии, да? То есть обязательно начинаем с 6 петель перед раппортом, затем вяжем нужное количество раппортов по центру и заканчиваем 7 петельками после раппортов. Так, с этим все понятно. С условными обозначениями, девочки, здесь очень они такие как бы общепринятые, да? Смотрите, лицевая петля — это пустая клеточка. Далее кружочек — это накид, вот такая черточка, это 2 вместе лицевой с наклоном вправо и зеркальным отображением черточка 2 вместе лицевой с наклоном влево. Да? Вот этот значок — это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Ну и, собственно, все. Да? Вот такие простые прописные истины. Так,
Теперь по выкройке. Смотрите, выкройка у нас тоже вот такая очень элементарная, я бы так сказала. Наверное, лучше я ее уменьшу. Смотрите, у нас будет использоваться 4 размера. Я буду составлять описание, но в своих объяснениях обязательно заостряю внимание, как распределить узоры и сколько набрать петель на другой размер, как это сделать, да. То есть, смотрите, первый размер у нас будет 42-44 с шириной спинки 46 сантиметров, второй размер будет 46-48 на шириной спинки 52 сантиметра. Ну и все, что выше и больше, тоже не представляет никакой сложности, поскольку выкройка, как видите, просто прямоугольники, что спинка перед, что рукава, да, не вывязываем мы здесь ни линию горловины, ни линию проймы, нет, да, все очень просто и элементарно. Итак, как мы будем делать расчеты после того, как свяжем образец, все я там подробно расскажу, да, сколько петель набирать, сколько где, что на что приходится, да, в общем, как всегда. Так, ну и мое описание, которое я всегда показываю, а потом размещаю под видео. Смотрите, вот такое описание, да, про размеры я вам уже сказала, про пряжу я вам тоже сказала. Общий расход пряжи вот на эти размеры 450-550 грамм, где-то будет вот так, по моим подсчетам. Плотность мы определяем в процессе вязания. Что такое вертикальная плотность, я тоже вам там поясняю. И вот это описание попетельное. Значит, я его, конечно, читать не стану. Оно очень простое, видите, коротенькое такое. Я его размещу под видео для вашего удобства. Итак, приступаем к вязанию образца. Для вязания образца набираем 39 петель. Это я так, девочки, набрала. У меня здесь 3 раппорта. Раппорт узора 12, да, вот он выделен, 12 петель, плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель перед раппортом вяжется и 7 петель за раппортом вяжется для симметрии, для красоты узора. Вот я их связала, вот эти у меня перед раппортом, вот у меня после раппорта и 2 раппорта по центру. Если вы не хотите вязать такой большой образец, то достаточно вот так сделать, 1 раппорт по центру сделать и по половиночке, то есть вот как здесь, собственно, на образце, да, и тогда вам понадобится набрать 12 плюс 13, это будет 25 петель плюс 2 кромочные, 27 петель. Начинаем вязать первый ряд. Значит, смотрите, если у кого есть желание, можно начать с платочной вязки. То есть я повторила все те вязки, которые будут использоваться у нас в изделии. У нас будет планка платочной вязки, да? У нас будет лицевая гладь использоваться на большей части джемпера. И наша кокетка ажурная, вот она у меня уже 1 раппорт в высоту связан, да, и повторюсь, 3 раппорта идут у меня по горизонтали. Вяжем первый ряд. Значит, наши с вами петли перед раппортом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, 6 и 7. Так, показываю. Значит, первый идет лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Связали петли перед раппортом, вяжем раппорт. Лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным петельками, поэтому смотрите, я как делаю. Я меняю их местами. У меня первая за вязанием, вторая перед. И я их вот так поменяла местами и провязала 2 вместе лицевой с наклоном вправо, получается. Затем лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше идут 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Это был у нас связан раппорт и 7 петель за раппортом вяжем. Лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3,
затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, кромочная, изнаночная. Связали первый ряд, второй и все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли. А смотрят они у нас все изнаночные, в том числе и накиды. У нас с вами третий ряд. 6 петель перед раппортом вяжем. Первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая. Связали 6 петель. Далее идет раппорт. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая. Связали раппорт и 7 петель за раппортом вяжем для симметрии. 1, 2, 2 лицевые, накид, еще 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая и кромочная, изнаночная. Пятый ряд. 6 петель перед раппортом вяжем. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали. Теперь начинается раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт. И 7 петель за раппортом. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. 7 ряд. Вяжем 6 петель перед раппортом. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. Далее идет раппорт. Мы будем сейчас с вами вязать 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первую и вторую петельки меняю местами. У меня первая за работой остается, а вторая поверх нее накидывается. И вяжу как 3 вместе лицевой. Далее накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. Связали раппорт. И 7 петель за раппортом вяжем. Снова 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. 9 ряд вяжем 6 петель перед раппортом. Первая лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали. Далее идет раппорт. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2
2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и просто лицевая. Все. Связали раппорт. 7 петель за раппортом вяжем, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная, изнаночная. 11 ряд вяжем. 6 петель перед раппортом, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее идет раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали полный раппорт. И 7 петель за раппортом. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Кромочный вяжем изнаночный. 13 ряд. 6 петель перед раппортом. Лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Начинаем раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая, накид. Снова 3 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт связали. 7 петель за раппортом вяжем. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. 15 ряд вяжем. 2 лицевые, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали. Далее вяжем раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, влево, то есть влево, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали раппорт. 7 петель за раппортом вяжем. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. 17 ряд вяжем. Первая будет лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали 6 петель перед раппортом, вяжем сам раппорт. Так, и у нас начинается с лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт. Вяжем 7 петель за раппортом.
лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. У нас 19 ряд. Мы вяжем 6 петель перед раппортом. Начинаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, и вяжем раппорт. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Раппорт связали. И у нас с вами 7 петель за раппортом. Вяжем 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочную вяжем изнаночной. 21 ряд вяжем. 6 петель перед раппортом вяжем. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И начинается раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт. 7 петель за раппортом вяжем. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. 1, 2. Кромочная, изнаночная. 23 ряд вяжем и 6 петель перед раппортом. Первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Начинаем вязать раппорт. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт. За раппортом вяжем 7 петель. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. Мы связали с вами, девочки, полный раппорт. Сейчас 24 ряд. Свяжите изнаночными и повтор вязания с первого ряда получается у нас. Так. И сейчас наша задача сделать с вами влажную тепловую обработку образца, измерить его высоту и ширину. Горячим паром отдаем наш образец и тянем. Он становится у нас полотно такое, знаете, очень нежное, тянется хорошо, влажное. Так, потянули хорошенько, да, еще разочек, чтобы еще более влажная была. На краешки обращаем внимание. Их надо хорошо отутюживать, чтобы они нам помогли правильно сделать расчет. Мы же учитываем тоже кромочные петельки.
Сейчас, когда высохнет наш образец, он примет ту самую форму, которую он, собственно, и будет иметь в процессе носки. Итак, линейкой измеряем ширину образца. У меня вот 23 сантиметра получается ширина. Поскольку у меня здесь 39 петель, я 39 делю на 23 сантиметра. Получаю 1,69, ну, в общем-то, 1,7. Будем округлять. Запишем, что в 1 сантиметре 1,7 петель. Так, это по горизонтали плотность. Теперь по вертикали. По вертикали у меня буду я измерять, значит, ажурный узор. 2 раппорта у меня связано. Я не буду учитывать лицевую гладь. Так, и у меня получается узор 20 сантиметров ровно. Раппорт 24 ряда. Это значит, если 2 раппорта, то это 48 рядов на 20 сантиметров. У меня будет по вертикали плотность 2,4. И я запишу это дело сюда. В 1 сантиметре по вертикали 2,4 ряда умещается. И теперь по выкройке мы составим сейчас с вами индивидуальное описание. Мы будем использовать вот такую выкройку для своих расчетов. Ширина будет использовать 46 и 52 сантиметра. Ширина переда и спинки. Так, ну как вы видите, выкройка наипростейшая. Одни сплошные прямоугольники. Вот. Поэтому вязать очень легко. Не вывязываем мы здесь ни вырез горловины, ни проймы как таковой не вывязываем. Очень легкое вязание получается. Так, ну и давайте, конечно же, первое, что мы делаем с вами, мы считаем петли. Сколько у нас придется петелек на перед и спинку, да? Первый размер у нас идет 46 сантиметров. Мы умножаем на нашу плотность по горизонтали 1,7. Получается 78 петель. Предварительное такое число 78 петель. Почему предварительное? Потому что вторым этапом мы будем определять, как у нас располагаются узоры. И там всегда идет корректировка вот этого числа петель. Редко совпадает прям один в один. Второй размер, девочки, 52 сантиметра. Ширина спинки. И мы умножаем 52 на 1,7 плотность. Получаем 88 петель. Так, 88 петель тоже предварительное такое число. Теперь смотрите. Следующий этап. Берем наш узор, смотрим. У нас раппорт 12 петель. Плюс мы располагаем 6, второй, тут вот у нас на схеме 2 раппорта. Один раппорт мы условно делим пополам. Первая часть узора у нас перед идет раппортом, вторая часть идет за раппортами. Вот именно так будет располагаться у нас в изделии узор. То есть начинается с 6 петель перед раппортом, затем вяжется нужное нам количество раппортов подряд и заканчивается 7 петельками по схеме после раппортов. Вот так. Ну и начинаем. Значит, смотрите, 78 петелек мы должны поделить на 12, число петель в раппорте. У нас получается 6,5 число. Ну, целое число 6 раппортов. Как всегда, я всегда стараюсь рисовать, да? Рисуем схематично наш наборный ряд, да? И выделяем 5 раппортов по 12 петель. Раз, два, три, 4, 5 по 12. И шестой раппорт у нас будет делиться с вами на 2 части. Справа часть будет как 6 петель. И слева как 7 петель по схеме. Согласны? Согласны, да? И итого получаем, что 6 раппортов по 12 петель. Это будет 72 петли. Одна петля у нас будет для симметрии.
и 73 петли в итоге. 73 петли. Не забываем, что у нас есть кромочные. Одна справа, одна слева. То есть к 73 добавляем еще 2 кромочные. Это 75 петель, да? А нам, девочки, нужно с вами, чтобы было 78 петель. Но здесь не получается у нас сделать такое четное число. Число должно быть нечетное. Предлагаю добавить по 2 петли. Справа и слева 2 лицевые. Они хорошо вписываются в узор. Лицевая гладь. То есть справа мы добавляем. То есть вот смотрите, вяжем кромочные, 2 лицевые. Затем вяжем с вами 6 петель по схеме. Затем вяжем подряд 5 раппортов по 12. Заканчиваем 7 петель по схеме. Да? 2 лицевые и кромочные. Вот таким образом у нас с вами плюс 4. Да? И таким образом у нас с вами получилось не 78 петель, а 79 петель. Окончательное число. Это на 42-44 размер. Теперь, что касается второго размера. Второй размер 46-48. Со шириной спинки 52 сантиметра. Да? Здесь мы также будем с вами таким же образом действовать. Вот наши 88 петель. Мы их поделим на 12. У нас получается целое число 7. Также мы с вами рисуем 6 целых раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По 12 петель. 6 целых раппортов. 7-й раппорт делим пополам. 6 петель у нас будет справа и 7 петель будет слева. Да? Итого получилось 7 раппортов, как нам и нужно. Да? 7 раппортов. И плюс 1 петля для симметрии. И плюс 2 кромочные. Давайте посчитаем, сколько это будет выглядеть. То есть я пишу 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. В петельном варианте так 7 по 12 это будет 84 петли, прибавить 1 петля для симметрии, 2 кромочные. Девочки, получается не 88, а 87 петель. Если вы считаете, что вам надо добавить лишние петельки, да, то есть вы все-таки хотите, чтобы у вас было 88 или чуть больше, 89, я вам сразу говорю, должно быть нечетное число в связи с тем, что у нас 1 петля для симметрии все время по узору прибавляется. Поэтому мы с вами должны либо вот так оставить 87 петель, либо вы добавляете до 89 1 лицевую справа, 1 лицевую слева. Что касается других размеров, то есть больше размер, поступайте таким же образом. Ширину спинки и переда умножаете на плотность, получается ваше количество петель. Также делите на 12 число петель в раппорте и такой же делаете расклад. Такие же выводы. Да, рисуете, смотрите, сколько у вас целых раппортов и так далее. То есть все по той же схеме. Не буду я больше об этом говорить. Теперь, что касается рукава. Смотрите, рукав также поступать нам надо с вами. В общем-то, здесь вот написано 17, да? Ширина по схеме. У меня получилось, девочки, я на свой страх и риск сделала шире. Вот, кто считает, что это будет очень широкий рукавчик, но вы видели, что на модели рукав широкий, да? То есть, в принципе, можно сделать 17 сантиметров, как здесь указано. Вот видите, здесь идет расширение, затем небольшой скос на 3 сантиметра. Я же вот их эти 3 сантиметра сразу сделала по всему рукаву, как бы вот так, да, добавила в ширину. Если вы считаете, что это не очень хорошо, измените. Я же собираюсь набирать 63 петли, чтобы у меня красиво смотрелся узор, да, то есть смотрите, если я буду набирать 17 сантиметров половинчатый размер, то есть это 34 сантиметра, умножить на плотность 1,7, я должна была бы набрать 58 петель. Да? Я же по узору, мне как раз не хватило 5 петелек. Я их осмелилась добавить, и у меня получилось 63 петли. 63 петли это 5 раппортов плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. Вот таким образом, девочки, у меня распределились узорчики.
Вот, поэтому имейте это в виду. Если вас это не устраивает, то делайте таким же образом. То есть делайте 4 раппорта, добавляйте лицевую гладь и затем потихонечку расширяете на 3 сантиметра, делаете скос справа-слева, да, и все равно вы приходите вот к этим 63 петликам. То есть вы равномерно прибавляете по 3 петли справа, по 3 петли слева, чтобы у вас и включаете их в узор. Ну, в общем, как-то вот так получается, очень неинтересно, некрасиво. Я вот посчитала, что вот так будет более эстетично и интересно смотреться, и более правильно, да. Сразу 5 петелек прибавила внизу и вяжем без вот этого прибавления, просто прямоугольник, без всяких прибавлений. И закрываем на высоте 43 сантиметра. Вот я сейчас хочу вам рассказать про вертикальную плотность, зачем она нужна. Смотрите, обязательно все сантиметры, которые у нас по вертикали на выкройке, переводим в ряды. Зачем мы это делаем? Дело в том, что после стирки изделие вытягивается, да? Мы это сделали на образце уже. Мы его потянули, когда он был влажный и теплый, да? И все у нас с вами получилось очень правильно и хорошо. Потом мы все это измерили и посчитали вертикальную плотность. Так вот, 43 сантиметра мы должны умножить на вертикальную плотность. У нас она была, сейчас скажу, мы ее считали, 2,4 в одном сантиметре, 2,4 ряда, да? Вот смотрите, 43 сантиметра умножаем на 2,4, получаем 103 ряда, да? То есть высота нашего изделия должна составить 103 ряда. Не сантиметрами меряем, а рядами, подчеркиваю. То же самое касается переда и спинки, да? Общую высоту изделия обязательно нужно умножать на вертикальную плотность и мерить не сантиметрами, а рядами. В моем описании я это учитываю, да? То есть смотрите, вот у вас на примере показываю. Вот у вас вяжется планка платочной вязкой 2 сантиметра. И далее вяжется лицевая гладь. Да? На высоту, вот первый размер 41 сантиметр. Да? 41 сантиметр обязательно переводим в ряды. 41 умножить на 2,4. Девочки, вяжем 98 рядов. И после этого переходим на наш ажурный узор. То есть планка 2 сантиметра платочной вязки, затем 98 рядов лицевой глади и затем переходим на ажурный узор. Вот таким образом должна у нас последовательность действий быть, понимаете? Не сантиметрами, повторюсь, а рядами меряем, да? То же самое здесь касается. Общая высота изделия также измеряется. Смотрите, считаем. Ну, платочную вязку я не буду считать, я меряю нашу лицевую гладь. У нее совсем, у платочной вязки совсем другая плотность. Мы ее не мерили, да? Я вот лицевую гладь и ажурный узор с одинаковой плотностью по вертикали считаю. Смотрите. Пройма 19 на первый размер плюс 41, да? Вот смотрите, 60 сантиметров у нас идет с вами узор от планки, да, на высоту. И 60 сантиметров, на высоте 60 сантиметров закрываются плечи. И мы должны с вами умножить это на 2,4 плотность. Получится 144 ряда у нас. Составляет все наше изделие в высоту. Вот таким образом. На первый размер. Второй размер считайте аналогично. Она будет то же самое, девочки. 38,5 прибавить 21,5. Это тоже 60 сантиметров. И это тоже 144 ряда. Вот и все. И осталось нам с вами распределить петельки по горловине, сколько придется, и на плечо, сколько придется. Видите, стоит галочка на выкройке. Значит, здесь у нас половинчатый размер 15, то есть это 30 сантиметров мы умножаем на плотность. По горизонтали 1,7, это будет 51 петля, да? И плечи. Можно сделать вот таким образом, плечи посчитать. Это будет более правильно. Мы что-то с вами помните, количество петель немножко не совпало, да? Увеличивали, уменьшали, то есть мы с вами... Наше общее количество петель для первого размера 79. Мы отнимем 51
петлю плеча и получим 28 петель на плечи. Должно прийтись. У нас их 2 плеча, мы их делим на 2, на каждое плечо по 14 петель. Аналогичным образом поступаем со вторым размером. Да? То есть 87 петель, отнимаем 51 одну петлю выреза горловины, 36 петель на плечи, делим на 2 плеча, по 18 петель на каждое плечо. Вот я все это здесь и нарисовала. Все, мои хорошие, собственно, вот такие нехитрые, очень простые наши вычисления. И, как всегда, мое описание будет под видео, все это будет там, в принципе, изложено. До новых встреч, мои хорошие. Остаемся на связи, и я желаю вам успехов